Добрый день, друзья! Итак, сегодня мы подводим итоги нашего марафона по реабилитации кисти и пальцев. 6 частей было много достаточно сказано о всех видах возможного использования реабилитационных мероприятий для восстановления движений и борьбы со спастикой, а также мы рассматривали плегию. Поэтому сегодня мы подведем финальную черту, еще раз обсудим, когда, что и как, в каких комбинациях, сколько по времени применять. Ну и, наверное, будем переходить дальше к следующим темам, которые всех вас интересуют. Давайте приступать. Ну что же, мы рассмотрели следующие темы, такие как подготовку кисти и пальцев. Там же был включен и массаж, были упражнения без предметов, были упражнения с предметами, была зеркальная терапия, миостимуляция, лечение положением. То есть весь вот этот объем можно компоновать и применять в одной тренировке движений и восстановлению вообще подвижности суставов, восстановлению движений активных в пораженной конечности. Давайте сейчас прям по порядку пробежимся по времени всех этих манипуляций, чтобы это можно было для себя как-то, может, конспектировать, либо посмотреть, насколько правильно, насколько неправильно вы это делаете и так далее. Итак, первое. Подготовка руки к занятиям. Плегия – это спастика. Здесь есть свои нюансы, о них сказано в видео, но на подготовку руки при парезе должно уходить не менее 10 минут. Это включая подготовительный массаж, разминку, пассивные движения, растяжение руки, работу с контрактурой, если она есть. По той причине, что если вы не растянете, не подготовите руку к дальнейшим манипуляциям, все следующие манипуляции, будут идти с меньшей эффективностью. Поэтому готовим руку к занятиям основательно готовим. Упражнения. Упражнения пассивные, упражнения активно-пассивные и упражнения активные. Здесь мы достаточно основательно и внимательно работаем с вот этим отрезком нашего занятия, потому что он, можно сказать, основной. То есть это та цель, к которой мы хотим прийти. Мы хотим получить активные движения в кисти и в пальцах. То есть завести мышцы предплечья, ладонные мышцы, пальцы, все. Поэтому основное внимание на этот отрезок вашего занятия с рукой. Основной. Соответственно, от качества выполнения упражнений зависит результат, к которому вы придете. Не надо полностью полагаться на пассивные процедуры, такие как лечение положением, миостимуляция, массажи и прочее. Это помощь, опять же, по дороге к финальному результату. Это ускорение процесса. А основное это все-таки движение. Это работа с пальцами, это работа с кистью, это попытки активных движений, это поиск тех выгодных положений, в которых вы получите активное движение. Это
ощущение и понимание этих движений. То есть вот на это надо уделять особое внимание. Работа с предметами, упражнения с предметами тоже как бы это вот идет следом за основной частью, и тоже достаточно важно максимально погрузиться в эту часть именно на тактильном уровне, на уровне ощущений. То есть вот большая часть времени даже не столько в количественном выражении, сколько в качественном выражении концентрации вашей на попытке сделать те или иные движения, большая часть уходит на это. То есть это основные, ну скажем так, две части. Их можно объединить в одну. Упражнение, попытка совершить активное движение. Что касается миостимуляции. Миостимуляция, как мы уже говорили, может выполняться как подготовка перед основной частью, так и выполняться после основной части как добивание нагрузкой, уже извне от миостимулятора. Также можно использовать это и до, и после. Как мы с вами и говорили, время миостимуляции, максимально это 40 минут. Дальше на практике могу сказать, что уже нервная система устает и переходит в такой уже режим сопротивления. Может нарастать спастика, может чрезмерно утомляться нервное волокно при плегии. Поэтому 40 минут. И эти 40 минут вы делите в зависимости от того, как вы применяете миостимулятор. До вы применяете, после вы применяете, до и после вы применяете. Опять же, здесь раскидывается, делится время по режимам. Используете ли вы режим массажа для снятия спастики, для расслабления? Используете ли вы больше режим тенс для восстановления проводимости? Либо используете вы больше режим ЕМС для того, чтобы, скажем так, докачать сгибатели или разгибатели после основной тренировки? То есть вот в рамках вот этих 40 минут вы раскладываете по режимам это все, по мышцам, сгибатели, разгибатели, только разгибатели, или только сгибатели, или то и то. То есть здесь вот обычная математика, стараться это делать либо в достаточно равных пропорциях при плегии, либо пропорции будут разниться по локализации и по времени, и по режимам при спастике. У всех индивидуальные ситуации, и здесь надо это дело подбирать. Далее, что касается зеркала. Здесь все было сказано в принципе в видео. Зеркальная терапия, ее можно ставить в рамках вот этого комплекса занятий за раз, либо это ставить отдельной процедурой, включая только, может быть, подготовку руки и в конце миостимуляцию и лечение положением. Опять же, плеги и спастика, все разнится, но применять ее можно, как я уже в посвященном зеркалу видео говорил, что процедура эффективная в неврологии, поэтому включайте это тоже либо в основное занятие, либо ставьте отдельным занятием, если это требует длительного времени, длительного погружения в иллюзию отражения зеркала. Если в принципе вы можете выдержать много времени, занимаясь рукой, концентрируясь на зеркале, то, наверное, лучше ставить это отдельной процедурой.
Вот. Либо если у вас короткий период, вы быстро посмотрели, у вас хорошее воображение, вы сразу хлоп и ощутили, что это у вас не зеркало, а стекло, что за стеклом вы смотрите на свою пораженную конечность, и она двигается, но быстро вы устаете, при этом чувствуете, что голова устала, концентрация теряется, то здесь, конечно же, меньше времени на это требуется, и это можно включать в общее занятие, в общую схему. Что касается лечения положением, здесь, как я уже говорил, лечение положением, так же как и миостимуляция, может выполняться перед началом процедуры, чтобы подрастянуть сгибатели, чтобы легче у вас и быстрее прошел период подготовки конечности к основной части. И обязательно использовать после всех манипуляций. Находимся мы в лангетах не более часа. Ни в коем случае не надо спать в лангетах. Стараемся не сильно затягивать конечность при фиксации для того, чтобы сохранить нормальный кровоток. Это важно, и это нужно соблюдать. Вот. Опять же, лечение положением можно выводить за рамки основного занятия. При спастике, если это все-таки сильная спастика, сильный тонус, то ее можно 3-4 раза в день лангеточку одевать. Если мы говорим о лечении положением при контрактурах, развитых на фоне плегии, то здесь тоже и чаще, чем чаще вы, грубо говоря, пытаетесь согнуть пальцы при помощи эластичного бинта, либо при помощи перчатки, тем быстрее вы расправитесь с этой тугоподвижностью, и тем проще вам будет восстанавливать активные движения. Поэтому в этом случае лечение положением у нас может 2 раза использоваться в рамках занятия, и как отдельная процедура может идти в течение дня. А что касается лангет, я сделаю отдельное видео, в котором мы рассмотрим все варианты возможной фиксации. Готовые фабричные лангеты. Но гипс мы рассматривали много, мы его коснемся вскользь, о его плюсах и минусах. Термопластики рассмотрим, то есть подробно разберем тему индивидуальных лангет, индивидуальных ортезов из термопластика. Друзья мои, хочу сказать, как подводя итог этим нашим видео, о том, что, конечно же, все случаи очень разные. У кого-то выше тонус, у кого-то жестче контрактуры. Опять же, конституционно мы все разные. У кого-то были сильные мышцы до заболевания, короткие крепкие связки, и сформировалась контрактура, ее тянуть дольше. Кто-то изящный, худенький, с хорошей растяжкой, с хорошими подвижными связками, у кого-то контрактура уходит быстрее. Поэтому подбор схемы компоновки этих процедур, они достаточно индивидуальны. Я рассказал и рассмотрел те варианты, используя которые, даже, не задумываясь, как это компоновать, если просто довериться тому, что вы услышали, это однозначно даст результат. Но более быстрый, более устойчивый и более четкий результат, конечно, получается при сугубо индивидуальном
подходе. И не только достаточно посмотреть, оценить выписки, оценить состояние пациента и вот стопроцентно расписать программу. Нет, это процесс. Это процесс, который требует анализа в течение какого-то отрезка времени, требует корректировки программы. И опять же, это не обязательно, что это должен делать специалист. Я считаю, что пациент должен также задумываться над ситуацией, искать более приемлемые пути решения вот той проблемы, которая сложилась. Потому что, как я уже говорил, и, по-моему, не в одном видео, лучше вас, вашу руку не чувствует, не знает никто. Вот те ощущения, которые вы испытываете при занятиях, их очень сложно воспринять чужому человеку, специалисту, допустим, реабилитологу. Очень здорово, когда пациент может подробно и высокохудожественно донести до специалиста свои ощущения. Это облегчает нам работу, это позволяет нам более четко понять, что происходит с вашей конечностью, и более четко подобрать пути решения проблемы. Но, еще раз говорю, со специалистом или без специалиста, пожалуйста, задумывайтесь над ситуацией, анализируйте ситуацию, меняйте компоновку и очередность процедур, меняйте в допустимых рамках время проведения процедуры. Оценивайте период восстановления после процедуры. Потому что очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди очень сильно мотивированы на восстановление и просто истязают себя этими занятиями, тем самым не восстанавливаясь, тем самым получая стресс и получая, к сожалению, отрицательные результаты в виде слабости, в виде повышение тонуса, нарушение сна, нарушение аппетита, раскачки артериального давления, пульса и прочее. То есть стресс в виде перетренированности ложится такой вот общей тяжелой плитой на весь наш организм. Поэтому как в спорте, так и в реабилитации обязательно надо четко отслеживать период восстановления. Если вы понимаете, что вам тяжело заниматься, что на следующий день у вас реально нет силы, вы понимаете, что то, что было за день до этого, это еще хорошо, а сегодня уже вообще никак. Делайте перерывы, снижайте нагрузку, но не путайте перетренированность с ленью. Вот это очень частая ошибка. Если вам не хочется, то это не говорит о том, что вы перетренировались. А вот если у вас не получается в момент занятия, это может быть связано с перетренированностью. Поэтому будьте критичны к себе, к своему состоянию, оценивайте его правильно, и, как говорится, в этом случае все будет хорошо, достаточно быстро, у всех свои сроки, но, исходя из индивидуальных сроков, можно понять, насколько быстро, какое было поражение и как быстро пациент восстанавливается. То есть здесь можно провести, скажем так, прямую линию по динамике восстановления. Поэтому вот этот курс мы закончили. Осваивайте, пробуйте, пишите, пожалуйста, комментарии и задавайте вопросы, но задавайте вопросы понятные для меня, чтобы я мог на них ответить. Потому что не видя пациента, не зная ситуацию, я не могу понять, почему человек не встает. И посоветовать вам что-то, как вставать, тоже мне крайне сложно. Поймите, основной принцип наш как специалистов не навредить. Поэтому я не могу приступать вот эту моральную черту. И если я что-то могу порекомендовать,
без опаски, что человек может сделать себе хуже. Я всегда это рекомендую. Если у меня слишком мало исходных данных и слишком расплывчатый вопрос, то я, как правило, друзья мои, либо отвечаю, что просто нет у меня данных, чтобы вам дать нормальную рекомендацию, либо не обижайтесь, иногда игнорирую такие вопросы, когда идет завал более, скажем так, более понятных вопросов, на которые я могу ответить и помочь людям. Поэтому закрываем эту тему, но закрываем только в видеоформате. Вопросы принимаются, и на вопросы по возможности я отвечаю. Увидимся с вами в следующих видео. Как я сказал уже, решил я поговорить по возможному оборудованию, которое можно применять для лечения положением. Более подробно расскажу о новых технологиях, которые доступны, которые вы можете использовать самостоятельно, без помощи специалистов-реабилитологов. На этом все. Увидимся в следующих видео. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы!